Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре американский тяжелый прем-танк 9-го левела Т-54 Heavy. По сути, ренегат только на 9-м левеле, который, кстати, фармит. Это настоящий прем-танк. Не только серебро, но и боны. И это важно. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово мехводу Петровичу. Погнали. Итак, господа, коллижен модель нашего Т-54 Heavy. Ну и давайте разбираться. У нас сложный корпус, много групп брони, закругленные и прочее. Но в целом НЛД, так давайте правильно поставим, вот так. 158 по центру, 146, снизу уже 200, 190, 150, 138 к каткам. Но к каткам и есть места вот такие по 211, по 330, поэтому, стреляя в эту область, можно в них в легкую попадать и будет не пробитие, либо рикошет. Центральная часть стык между НЛД и ВЛД 290, по краям до 320. Здесь у нас 262 полоска идет над стыком, там 270. 258 по центру, 251, 246. 240, я же говорю, ну тут вообще. А вот тут уже вот эти рикошетные зоны. Здесь в целом можно говорить, что это 250. Башня такая, перед вытянутые. Соответственно, смотрим, маска орудия 700, 600, 300. Ну, тут куда попадете. Маска в целом хорошая. Под маской 258. По 270 вот эти зоны. Дальше 300, ну и все остальное хорошо зашито. Вверх 316, 321. Лютая броня, играть от башки где-нибудь. Тем более у нас УВН 12 градусов. Да, но пулеметное гнездо 190. И оно огромное. Попасть в него, ну не попасть точнее, ну я даже не знаю просто. Вы посмотрите. Оно что, по краям 180, короче, везде 190, 180. И, естественно, всегда срут этому танку именно в это место. Боковое бронирование у нас, ну, 80, можно сказать, да. Ну и смотрим. Опа! Танкует нормально, хорошо. Но вот за катком есть дырочки. Сейчас мы их нащупаем. Вот они. Треугольничек здесь некий такой. У всех хаммеров по одинаковому. 225, ну... Зона достаточно маленькая, попасть в нее все равно зачастую сложно. Так что от борта, в принципе, нормально играется. Подбашенный цилиндр, ну, тоже такой 240, но он узенький. Узенький, попасть сюда тоже тяжело. В целом броня в башне хорошая, но вот это все портит. Вот просто перечеркивает всю броню в башне, ВЛД, от борта. Все стреляют сюда. Итак, с броней разобрались. Давайте смотреть, что за пушку нам презентовали. А пушечка у нас, кстати, 10-го левела. 120 миллиметровка. 450 альфа прям супер годная, 450. 240 пробития на основном, 300 на голде. В принципе, нормально. Конечно, на основном маловато, хотя бы 250 бы, ну, 240. Заряжается на стоке пушка 13 секунд, 0,42 точность. Время сведения немного некомфортно, 2,8 секунды. На стоке ДПМ 2077. Что, вот, кстати, боны, видели? И боны, и серебро фармит. Прем-танк 9-го левела. Полевая модернизация. Во втором слоте вездеходная ходовая, притирка шестерни наведения в четвертом, звукоизоляция в пятом. Так, в седьмом, назад, скорость поворота башни, вот это нам надо, настройка отбора мощности. Вторым слотом рекомендую взять мобильность, либо огневую мощь, если вы будете катать без турбины. Но катать без турбины на этом танке, вот с такой вот подвижностью в 38, это... плохо, скажем честно. Этот танк даже с турбиной достаточно туго едет. По оборудованию, естественно, закалка турбина досал, либо закалка стаб досал. Все, других вариантов для этого танка не дано и не нужно. Основной снаряд бронебойный летит 1067 метров в секунду. Голда кумулятивная летит 947. Ну, не очень, как для 9-го левела, не самая лучшая скорость полета снаряда.
Снаряжение: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк. 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. Вот. Передаем слово Индомита. Итак, спасибо, Петрович. Давайте разбираться по плюсам и минусам. Что касаемо огневой мощи. У нас жирный плюс в виде УВН. Да, у нас углы вертикальной наводки аж целых минус 12. И это очень круто. У нас приятная альфа. У нас достаточно точное орудие, как для тяжелого танка. Вот. Хорошее, в принципе, пробитие. Хотя на основном снаряде, наверное, не такое уж хорошее. Ну да ладно. У нас комфортное время сведения, неплохая, как я уже говорил, точность. Все, на этом закончили по пушке. Касаемо живучести. 1870. Для девятки это норма, можно сказать. Но у нас неплохое бронирование, да, там особенно башни. Но вот этот вот приемник снаряда в виде пулеметного гнезда до башни портит все впечатление о танке. Я вас уверяю, так и будет. Вот, а теперь касаемо мобильности. 38, и это с турбиной вперед, километров в час. 17 назад. Чуть больше 15 лошадей на тонну. Казалось бы, он должен набирать супер как быстро свою максималку, но, увы, нет. Какой-то странный танк, даже с турбиной, он достаточно тяжело едет и набирает свою максималку. Касаемо обзора, у нас 449 метров. Вот, конечно, пулеметное гнездо наверх поставили и хороший обзор. В целом машина, повторюсь, напоминает Ренегата, только на 9-м левеле. Вот, и в упоре, в близком бою вам не даст играть от брони вот это пулеметное гнездо. Но на средних расстояниях точность пушки позволяет давать много урона. Поэтому на этом танке нужно правильно выбирать направление атаки, и от этого будет зависеть исход боя. Предлагаю уже отправлять Петровича в бой. Давайте посмотрим, на что, собственно, эта машина способна. Так, господа, обзор боем Т-54 Heavy, 9 левел, Америка тяжелый. Прем-танк, вот, который фармит не только серебро, но и боны. По сути, Ренегат на 9 левеле, вот, только который еще и боны фармит. Единственный момент по этому танку омрачающий, это, конечно, колпак, вот это пулеметное гнездо на башне, которое мешает качественно играть на этой машине. Мы на турбине. Пожертвовали стабом, но у нас даже с турбиной подвижность куска дерьма. Как будто это супер тяжелый танк, коим он не является. Задача настрелять как минимум 3500 суммарного урона сделать. Ну и это и не только настрелять. Вот, все, началось. Че, перекатка будет? Нет? Что-то ребята не хотят вперед ехать никто. Газуйте его, газуйте. Не попали в 44-ю. Жалко. Не попали. Хорошо, итальянцы отходили грамотно. Пора уползать. Сейчас скоро в борта будут заходить. Скоро в борта начнут заползать. АМХ зря это делает. Он сейчас в ангар поедет. Главное, чтоб труп не оставил здесь в проходе. Ну да, он сейчас сдохнет.
Его сейчас вдвоем там как нечего делать отлупят. Ну, у нас хотя бы левый фланг продавленный, это хорошо. Где итальяшка? БЗшечка поджимается. БЗшечка горит. Все, наигрался парнишка. Ух ты. Нихера себе, я ведь даже не светился. Это что, не в меня ведь даже, наверное, стреляли? О, дали. Ага. Гусеницу нам повредили. Хорошо. ББшки летят. Ага. Хорошо. Так, двух удали. Не, ну хоть снаряд нормально летят. Хорошо. Хорошо обоссали. Что это он удумал? Понятно. Понятно. Защитник еще приехал. Защитничек приехал. Чтобы все твои намеченные цели, желания. Так. Хорошо. 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 Едем дальше.
Так, ну чё, еще тычку и план выполнен. Все, план сделали по настрелу. Все, план прям выполнили по красоте. Все, отлично, едем дальше. Почти 4К суммы, нормальный настрел для этой тачки, адекватный. Ну, я боюсь, мы уже больше не постреляем. Подвижности не хватит, да. Вторая больная после гнезда пулеметного на башне тема — это его подвижность. Ну, плюс опять же бой скоротечный был. Да, ребят, в ближнем бою постоять от башни на Т-54 Heavy точно у вас не получится. Да, все будет лететь в снарядоприемник сверху башни. На средних дистанциях пушка хорошая, достаточно точность. Даже, мне кажется, она больше, чем прописана в цифрах. И снаряды прям как магнитятся, летят куда надо. Тут даже вы сами видели. Вот. Стоит ли эту машину брать? Да, вот 7 бон заработали. Играли на ББшках чистыми, заработали 127 тысяч, начислено 176. Мы ни разу не переключились на голду. У нас излишних затрат это было до паёк. Так бы мы смогли заработать почти 150 чистыми. По результатам боя мы заняли почетное второе место, 4 фрага. Хороший это ли танк или плохой, решать все равно вам. Как по мне, по пятибалльной системе я ему поставлю 4 с минусом, либо 3 с плюсом. Почему, вы скажете? Он же фармит бон, он фармит серебро. Да, он все это делает. У него неплохое орудие с приятной альфой. У него какая-никакая броня все равно есть. Но вот эта вот вещь и его подвижность отпугнет многих любителей комфортно поиграть. Потому что, ну, такой колпак прицепить, это, конечно. Ребят, кто уже взял эту машину в ангар, пишите свое мнение в комментариях под видео, как вам эта машина. Получается на ней фармить, нет. Результаты там по настрелу. Вот. Как по мне, такое спорная тачка. Спорная. Петру спасибо большое. Петр нам задонатил, наш подписчик, на эту машину. Мы ее себе позволили купить. Ему низкий поклон и огромное еще раз человеческое спасибо. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайки. Но я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.